Так, друзья, ну что, мы на водоеме. Ну, Алексейка у нас уже пытается что-то кидать, ловить. Что-то. Ну что, получается что-нибудь? Конечно. Закидывать. Закидывать получается? Закидывать получается. Отлично. Вот смотрите, у нас тут боеприпасы. Ничего нету хорошего. Ничего хорошего. Ветер дует сильный, там, наверное, шупит на всю. Но это специфика такого отдыха. Да. Интересная такая вот тут локация у нас. Шлеп. Сейчас вытянет кого-нибудь. Что? Ух, как солнышко радует нас своим присутствием. Красота. Красота. Смотри, тут провода, бля. А ты знаешь, что под проводами у нас нельзя? А я и не ловлю. Долбанешь сам себя, и все, и кирдыкин. Скажи, как ты готов к рыбалочному сезону закрывать? Хочу сказать, что ты отказался от отличной рыбалки на леща. На какого леща ты мне сказал, поехали на щуку? Я тебе предлагал сразу поехать на прилепанное по лещу. По осеннему. И я отказался. Ты отказался. Нагло. Потому что ты боишься холода. Ты тьюс. Тьюс? Я не тьюс, но я боюсь. Вот, ты мерзлячок. Да, хотя зимой родился, видишь. Пофиг. Ненавижу зиму, если честно. А знаешь, почему ненавижу больше всего? Что ты? Ненавижу, потому что рыбалки нету. Не люблю я зимнюю рыбалку, я люблю летнюю. И надо ждать кучу месяцев, чтобы куда-то выехать. Вот тоже. Ладно. Такая вот интересная локация. Жодинское водохранилище расположено в черте города Жодино. Его протяженность составляет около 6 километров, а ширина около 400 метров. Наибольшая глубина 4 метра. Водохранилище было создано в 1951 году на реке Плеса и использовалось как водоем-охладитель Смолевичской ГРЭС. Друзья, въехали в Зеленый Бор. Как был совдеп, так и остался совдеп. Немножко подлатали, подкрасили что-то, да, и нормально для них пойдет. Вот тут сейчас будем проезжать их, как бы, бывший рынок, а он, может, даже и остался. Что-то еще, вот, продают колбасу. Все продают. Давай-ка возьмем потом. Кого? Кого ты там собрался брать? Колбаски? Ну, может, попробуем, остановимся, посмотрим, что там. Вот так едем дальше сейчас. Зеленый Бор – это рабочий поселок в Смолевичском районе Минской области. Расположен в 15 километрах от Жодина, около 27 километров от Смолевич и 63 километров от Минска. Образован в 1948 году как рабочий поселок из поселков торфопредприятия Смолевичское, Зеленый Бор и Тарасик Смолевичского района Минской области. Поселения рядом с Зеленым Бором возникли еще во времена войны 1812 года. Спасаясь от войск Наполеона, население выбирало место наиболее безопасное и мигрировало в места, близлежащие от поселка Зеленый Бор. Труднодоступность в те времена – это болото, густой лес – обеспечили защиту людей от войск Наполеона и его продотрядов. Рядом с поселком находится озеро, которое является одним из любимых мест отдыха местного населения, которого, кстати, составляет ни много ни мало в районе около 1200 человек. Отшпилились. Так. Опа. Так, вон там лебеди плавают. Ну что, здесь такое интересное место.
Так, ну что, пойдем попробуем сейчас покидать. Ветер сумасшедший. Погода где-то так. Температура около 10-11 градусов плюс. Ну, чувствуется, ощущается поздняя осень уже. Ну, можно сказать, водоем для нас новый, потому что ловили мы здесь очень давно, когда были совсем пацанами. Ну, тут травы очень много травы. Просто огромное количество травы, нереальное. Ну, песочек. Ну, не видно, чтобы тут было этот самый кушок. Без того, надо на глубину идти. Пойдем туда дальше, пройдемся. К Лепсею. Сегодня я вот пытаюсь ловить вот на такую приманку. Вертушечка. Не знаю, на что там Алексей ловит. Сейчас попробуем, посмотрим, что делает. Может, поделится своим секретом. Алексей, на что ты ловишь сегодня? Что ты сейчас закидываешь? Это воблер? Ну что там? Выходы были какие, не? Вообще, да? Это мужик уже прошел. Туда пойдем. Пошли на ту сторону сходим. Да. Мужик тут пробежался, а вот тут мы не пройдем. Пойду я, наверное, туда. Ты пойдешь? Да, я сейчас. Пойду я туда, потихо. Вместе пойдем? Хорошо. Пойдем сейчас на ту сторону сходим. Вон туда. Там тоже основной водоем. Здесь раньше купальня была, вот тут вот купались люди. Вот тут заходили люди, там. Пойдем там пройдемся, посмотрим, что там. Кто-то напутывал. Понятно. Снимай, поехали. Что, все, половили?
Ну, Это надо заснять. Сейчас он, ребят, смотрите. Прошел. Ужас. вот это надо заснять, это он точно. Скользко. Охренеть. Ребята, рискую жизнью. О, перешел. Офигеть. Ты думаешь, тут что-то будет? Тут такой гущар? Тут такой гущар, что просто мама не горюй. Ребят, рыбалка не получилась. Пытаемся найти какие-нибудь опята. Так. Ну тут, конечно, и этот. Охренеть. Джунгли. Джунгли-бук. Прикольно. О! Эк! Оп! А во! Тут кто-то живет. Тут кто-то живет. Наверное, какой-то этот. Йети, как обычно. Йети, ты куда пошел? Твою мать. Тут хер пройдешь. Да нету тут опят, я тебе отвечаю. Только зря ходим по этому гущару. Уже бы давно заехали до дома. Фу. Да тут я не вижу, чтоб, Леш, понимаешь, тут я не вижу таких опятных мест, блядь, даже, ёб твою мать. Тут какая-то херня одна. Молодняк некий один растет. Я не ною, я тебе говорю просто, ёпт. Последний писк моды. Какой? Люди начинали жрать мухомор. У тебя тоже видео вылезло это? Я, блядь, в шоке был. Ну дураки, ёпта. Дураки, что ты хочешь, блядь? Уже скоро до Баганок дойдут, блядь. Ой, Алексей, куда ты завел какие-то дебри? Ходим по пересеченке тут, блядь, как дурни, блядь. Ну ладно, и на водоеме побывали, и в лесу. Убили 2 зайцев, как говорится, отдохнули, да, Алексей? Тоже хорошо. Да тут завалено, ни хрена себе тут навалено, блядь. Охренеть. Столько деревьев заваленных. Как будто тут что-то буянило. Какой нафиг ураган? Когда у нас ураган был? Ураган. Ничего тут ураганного не видно, блядь. Реально поваленные деревья и все. Ни хрена тут нету, видишь, блядь. Ну что, друзья, все. Выдвигаемся в сторону дома. Небольшая экскурсия, небольшое по окрестностям вокруг Жодина мы вам показали. Поэтому что? Теперь бухать! Поедем, отдохнем немножко с Алексеем. Давно не виделись с ним. Ну а вы, как обычно, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Не забывайте про лайки. Всем удачи, всем пока. А что не клевало?
Че? Носки шиворот на выворот оба. А, да, конечно. Это же самая главная примета, что когда носки шиворот на выворот, рыба не клюет и грибы не ловятся. Это правильно? Всем пока, скажи. Рыба не собирается, грибы не клюют. Скажи пока. Все, всем пока, носки носите нормально. Мусорку мы даже не и мусор не намусорили. Все, всем пока.